Ну что, думаю, с четвертого раза оно уже таки запишется. Фокусировка есть, телефон вроде бы выключен. В общем, на днях посетило меня размышление о разных видах творчества. Ну, просто, да, вот так перескажу именно тот поток мыслительный, который в моей голове шел. Задумался я насчет того, что автор, когда пишет какое-либо произведение, да, он словами своими, он, можно сказать, что он описывает, ну или передает, да, тот образ, ту какую-то ситуацию, да, ту картинку, которая возникает у него в голове, да, то есть вот, ну, что-то вот у тебя в голове, получается, запечатлелось, проявилось, и ты это записал. Может быть, немножко иначе, может быть, не то, что иначе, может быть, иногда так, что одновременно, получается, приходит образ во время написания, да, чего-то. И вот эта вот картинка, да, то есть вот эта вот определенная атмосфера, которая передается через слова, да, то есть эту атмосферу мы воспринимаем именно, да, вот как образ какой-то, как визуальный образ. То есть мы, опять же, да, когда мы читаем, мы видим что-то, да, мы не просто читаем как бы отвлеченно. У нас в голове возникают картинки. И, опять же, атмосфера, да, определенная. То есть мы в этом плане, как сказать, есть авторский стиль, да, например, то есть мы, ну, там, никогда не спутаем, допустим, Достоевского, я не знаю, допустим, с финансовой литературой или что-нибудь. Ну, или, ладно, хорошо, не будем брать там какую-то специализированную литературу, да, там, да, Достоевского не перепутаем с Пушкиным. Именно по стилистике, да, то есть, понятное дело, что автор может что-то передавать определенное, да, и не факт, что каждый из читателей именно на 100% воспримет этот вот образ так, как передавал автор. Да, это понятно. Но что-то же нам дает возможность, да, как-то вот описывать, да, говорить, там, Петербург Достоевского или, там, ну, не знаю, в принципе, да, стиль Достоевского, ну, просто так вот получилось, что Достоевского за пример взял. Ну, в общем, к тому, что да, каждый, может быть, по-своему почувствует вот мир этих произведений, картинки, атмосферу, но будет что-то общее, да, то есть это к тому, что слова здесь отображают картинку, да, то есть то вот визуальное состояние, то визуальную какую-то вот что-то визуальное, что в итоге попадает на бумагу. При этом безусловно, получается, что именно визуальные виды творчества, да, будь там архитектура, художественное, изобразительное, да, творчество, или там, я не знаю, то же самое кино и так далее, оно все, ну, это уже чистый, да, вот получается вот этот вот образ, та картинка, которая есть, ты ее передаешь, да, то есть ты вот ее, ну, отобразил вот таким образом. То есть, да, вот мы здесь имеем определенный вот этот вот пункт, можно так сказать, который заключается вот в этом самом образе. В этом плане интересно, да, что литературное творчество, оно как бы вроде бы, как это сказать, отображает, оно по-другому, ну, как бы воспроизводится, что ли, да, так можно назвать. То есть автор литературного произведения, он действует иными методами, да, чем в визуальном творчестве, но все равно он передает, по сути, ну, да, картинку, сюжет также, но картинку в том числе. И вот в этом плане я подумал о том, что есть два вида творчества, которые, ну, так скажем, стоят несколько особняком. И это музыка и танец. Потому что музыка и танец, они могут быть, конечно же, да, тоже вдохновлены картинкой какой-то, вдохновлены каким-то образом.
И это может тоже передаваться через музыку, через танец, но не это есть как бы именно ключевая суть. Ну, опять же, это насколько я вижу, да, это насколько мне вот открылось. Я не знаю, насколько каждый считает это так же. А, то есть, то есть суть здесь в том, что, ну, да, вот я, например, про музыку могу сказать, как, ну, ближе, что все-таки музыка, например, чем танец, ну, пока что, не знаю, в общем, а, музыка, ты передаешь не картинку, да, ты, может быть, ты передаешь эмоцию, ты передаешь энергию, да, то есть вот здесь интересно, что по сути получается вот эти визуальные виды творчества, они как бы это то, что вот откуда-то, я не знаю, откуда-то возникает извне ли или изнутри, но оно как-то вот обрабатывается, есть какой-то вот этот переходный пункт в голове или где это происходит в сердце, вот в виде этой картинки, оно пришло, оно так скажем, сфокусировалось, и оно отобразилось, да, видами творчества разного. А в музыке и в танце это как будто бы вот этот самый поток, который просто проходит насквозь. Нету вот этой вот остановочного пункта, да, то есть ты напрямую, получается, передаешь вот эту энергетику, этот смысл, эту вот какую-то, не знаю, связь, эту эмоцию, ты это передаешь напрямую. И здесь как бы разговор не о том, что там музыка и танец, они как-то лучше или хуже, или, ну, просто наблюдение. Вот как-то так, да, то есть получается, а, ну, такое размышление у меня посетило на днях.